Друзья, добрый день! Предлагаю сегодня приготовить замечательную персиковую галету. В тесто я добавляю сливки, за счет чего оно получается очень вкусным и при этом остается рассыпчатым. Сливочное масло нарезаю небольшими кубиками и отправляю в морозилку на 20-30 минут. Тесто я буду замешивать прямо на доске. Высыпаю муку, добавляю разрыхлитель, соль и сахар. Перемешиваю венчиком и затем добавляю охлажденное сливочное масло. Тесто можно порубить ножом, а можно сделать с помощью блендера. Если вы делаете тесто вручную, то желательно, чтобы все инструменты были охлажденными. Как только масло с мукой превратятся в крошку, добавляю охлажденные сливки. Добавляю их по частям и хорошо перемешиваю каждый раз. Когда все ингредиенты уже добавлены, собираю тесто в ком. Вымешивать его особо не нужно, нужно просто добиться однородности. Формирую небольшой круг и убираю тесто в пакет. Слегка разравниваю, чтобы потом было проще раскатывать. Тесто отправляю в холодильник минимум на 2 часа. Можно оставить его и на ночь. Для начинки я беру 3 крупных сладких персика и нарезаю их тонкими дольками. Персики от шкурки я не очищаю. Добавляю пару столовых ложек тростникового сахара и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал можно заменить на картофельный. Аккуратно руками перемешиваю персики, чтобы распределить крахмал и сахар. Раскатывать тесто я сразу буду на пергаменте, на котором буду выпекать. Раскатываю в пласт толщиной примерно 3 мм. Я люблю, когда тесто тонкое, а начинки много. По краям тесто будет немного рваться, но это ничего страшного. Галета – это простая деревенская выпечка. Соответственно, немного небрежности придадут ей аутентичный вид. Выкладываю персики по кругу, делая так, чтобы в серединке их было 2 слоя. Получается как бы небольшое возвышение. Аккуратно заворачиваю бортики и смазываю их желтком. На персики выкладываю 30-40 грамм сливочного масла. Теперь присыпаю тесто и сами персики небольшим количеством тростникового сахара. Вместо тростникового сахара можно взять и обычный. Выпекать буду при температуре 180 градусов Цельсия до золотистого цвета теста. Слегка охлаждаю галету на решетке и затем украшаю мятой. Посмотрите, какая она получается красивая в разрезе. Действительно тоненький слой теста и много начинки. Спасибо вам за просмотр, желаю хорошего дня и вкусной еды.